Всего одна привычка, и ваши отношения с мужем станут существенно лучше. Представляете, одним простым действием, но регулярным, можно улучшить отношения очень сильно. А действие это, правда, очень простое. Оставайтесь в этом видео, расскажу вам простой такой секретный способ. Делать это очень легко. Вы на канале про отношения. Я психолог Наталья Корнеева. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Прямо сейчас для вас доступна возможность пройти первую ступень моих курсов про отношения совершенно бесплатно. Ссылка на регистрацию внизу под этим видео. Регистрируйтесь и получайте доступ прямо сразу. Есть одно волшебное слово, говоря которое каждый день вашему мужчине хотя бы один раз. Вот правда, один раз, но каждый день будет достаточно. И используя всего одно волшебное слово, вы действительно улучшите ваши отношения. Он станет к вам добрее и более расположен. Он начнет чувствовать вас как более безопасного в его жизни человека. Он не будет вас остерегаться, он станет меньше от вас защищаться. И слово это звучит так: спасибо. Конечно же, говорить спасибо на пустом месте не стоит, но поверьте, если вы поставите себе цель, то каждый день, при условии, что он этот день проводит какое-то количество времени с вами дома вместе, не где-то в командировке или не где-то у любовницы, да, что он присутствует дома в рутинной жизни вместе с вами. Если вы поставите себе задачу найти, за что его поблагодарить, вы найдете. И очень важно, это должно быть какое-то простое действие с его стороны. Может быть, он отнес вашу чашку с чаем, которую вы пили, к раковине, чтобы потом ее кто-то помоет, вы или он. Понимаете, насколько простое действие? Он просто отнес чашку. Или он вынес мусор. Несмотря на то, что у вас договоренность, что это в принципе его обязанности, вы можете подумать, зачем мне говорить ему спасибо за то, что он выносит мусор? Ведь это его обязанность. У меня, например, обязанность стирать ему майки. Он же не говорит мне за это спасибо. Но сделайте первый шаг. Подайте ему такой пример. Попробуйте делать 1 месяц. Говорите ему спасибо 1 раз в день за самые простые бытовые вещи. А через месяц, когда у него уже будет опыт, что вы это делали, может быть, даже он не будет замечать, подождите, но у него уже будет опыт получать от вас это волшебное слово «спасибо». Вот где-то через месяц обратите его внимание и скажите: а ты не заметил, что что-то изменилось в наших отношениях, в моем общении с тобой? И тогда, возможно, он скажет: нет, не заметил. И вы скажете: а я уже целый месяц говорю тебе регулярно слово «спасибо». И ты знаешь, мне было бы очень-очень приятно, если бы ты тоже хотя бы иногда говорил мне спасибо за какие-то простые действия. Ведь мы живем вместе и, очевидно, делаем периодически что-то друг для друга. Он задумается. И иногда, возможно, начнет вставлять это слово. И тут ваша задача вовремя похвалить за это. Да-да, это как дрессировка животных. Вот такое грубое сравнение. Люди, конечно, не животные, хотя тоже живые существа. Но принцип воздействия один и тот же. Вам нужно закрепить его действие положительной реакцией. И вот он первый раз скажет вам спасибо. И вы тут же скажите: мне так приятно, спасибо, что ты мне это сказал, мне правда очень приятно. Многие люди сейчас, смотря это видео, смотря на то, что я говорю, на мои эмоции в этот момент, могут подумать: что за сладостная какая-то ерунда, ну не делают так, это как-то неестественно. Да, со стороны вы можете видеть не самые здоровые, не самые лучшие отношения, где этого не делают. И поэтому, так как вы видите череду негативного примера, вам это может казаться чем-то ненормальным. Но поверьте, говорить спасибо в отношениях с любыми людьми, с кем вы в отношениях, с коллегами по работе, с детьми, с подругами, с мужьями, это абсолютно нормально. Это признак уважения. А уважение – это основа, фундамент любых хороших, здоровых отношений.